Всем привет и добро пожаловать в ресторан грузинской кухни Попури. Сегодня я буду пробовать изысканные грузинские блюда, я буду делиться с вами впечатлениями. И давайте вместе насладимся этой вкусной трапезой. Поехали! Прошелся по заведению. Очень уютно ухоженная летняя терраса, зелень, цветочки, скоро еще веранда откроется. То есть на улице супер. Внутри же очень уютная домашняя атмосфера, ощущение, будто бы пришел в грузинский дом. То есть по интерьеру нареканий никаких, меню уже у нас на столе, значит, все, поехали делать заказ. Ознакомился с меню, конечно же, заказал хачапури, хинкали, как без них, но помимо этого еще взяли традиционные грузинские закуски и мясные горячие блюда, названия которых вижу впервые, но тем интереснее делать обзор. Начнем наше грузинское застолье. Ну что ж, нам потихонечку приносят заказ, и давайте по порядку. Начнем с хачапури по-аджарски. Визитная карточка Грузии. Посмотрите, она свежая, только что из печи. Я чувствую прям аромат, который идет от него. Давайте вот здесь вот чуть-чуть помешаем. Желточек, яичко. Посмотрим на сыр. Внутри сыр сулугуни, он такой тягучий, чем-то похож на итальянскую моцареллу. Ну что ж, давайте будем пробовать. Надламываем краешек. Хлебушка. Не стесняемся кушать руками, потому что именно так его едят в Грузии. И здесь пытаемся захватить и сыр, и все остальное. Вот такая история. Пробуем. Очень вкусно. Хрустящее тесто вместе с сыром сулугуни, такой сливочный вкус, просто замечательно. То есть это блюдо, оно всегда актуально, оно всегда вкусно. Есть еще хачапури по-эмеретински, есть хачапури мигрельские, где-то сыра больше, где-то сыр внутри, где-то он снаружи. В общем, можете заказать и попробовать, а мы двигаемся дальше. Дальше у нас традиционная грузинская закуска пхали. Это смесь зелени, овощей, орехов и специй. Традиционная грузинская закуска, которая подается до основного блюда. Никогда не пробовал? Давайте начнем. Пахнет ароматно и очень пряный запах. Поехали. Чувствуются овощи, чувствуются измельченные орехи и специи. Это очень вкусно. Как закуска идеально. Еще его можно кушать с хлебом. У нас есть шоти. Это традиционный грузинский хлеб. Давайте попробуем с ним. Говорят, что можно просто брать и мазать его как паштет. С хлебом тоже вкусно, но получается сытнее. То есть уже она становится более такой плотной едой. Но это, видимо, свекольный. Прям чувствуется привкус свеклы. Это вкусно. Как закуска, это идеально. Как салат, может быть, тоже подойдет. Перед едой покушать, да. Во время еды покушать, между горячими блюдами тоже, да. Рекомендую заказывать, тем более они выглядят необычно. Я уверен, что кому-то будет интересно попробовать. Наше следующее блюдо – это шампиньоны с сыром сулугуни на кеце. Традиционное грузинское блюдо на кеце. Кеце – это вот эта глиняная сковорода. Ее кладут в печь, и таким образом это блюдо готовится. Будем пробовать. Очень нежный сливочный вкус. Это блюдо, оно не плотное. То есть такое ощущение, что можно скушать этих грибочков бесконечное количество штук. Это очень вкусно. Наверное, как основное блюдо я бы не рекомендовал, но как закуску, как дополнение к горячим блюдам, это точно должно быть на столе. Нам принесли хинкали, начинается жаришка.
Ну что ж могу сказать. Видите, пар из них идет. Они такие сочные, красивые, посыпанные перчиком. Нам принесли еще соус из свежих томатов хинкали. Все знают эту форму. Это стало визитной карточкой Грузии. И мы сейчас это будем пробовать. Кстати, многие сравнивают хинкали с пельменями или с мантами, проводят аналогию. Но на самом деле это абсолютно не так. Да, может быть, ингредиенты используются те же, но по тугости теста, по текстуре, по форме это абсолютно другое. И по вкусу это тоже другое. То есть, если вы никогда не пробовали хинкали, не значит, вам нужно их обязательно попробовать. Ну и главный вопрос, есть ли там внутри бульон. Всем интересно, и мне интересно. Она такая горяченькая, я чувствую этот аромат. Не буду вас томить, давайте начнем. Она такая сочная, она такая вкусная, это просто невероятно. Святые кастрюли, это действительно чудо, это действительно прелесть. Мне очень-очень понравились местные хинкали. Пока это номер один. Так, давайте сейчас попробуем с соусом. Это соус из свежих томатов. Просто вот так вот обмакаем. Посмотрите, сколько мяса. Вот он, этот волшебный бульончик. Вся магия с этого бульончика. Как это выглядит. Это очень тяжело держать в руках. И это очень тяжело на это все смотреть. Я держусь ради вас, ради вас. Если вы попали в грузинский ресторан и не понимаете, что вам нужно попробовать, в любой такой непонятной ситуации заказывайте хинкали. Это беспроигрышный вариант. Совсем забыл вам рассказать про напиток. Сегодня я пью тархун, традиционный грузинский лимонад. По степени популярности, наверное, может сравниться с боржоми. Настолько он имеет распространение в Грузии. Такой прохладительный напиток, не слишком сладкий, с лимончиком, с мятой. Ну, вообще супер. То есть освежить рецепторы, да. На самом деле, я бы заказывал только этот лимонад, приходя в грузинский ресторан. Всегда. Перед нами чанахи, тушеное мясо с овощами, готовится вот в таких глиняных горшочках. Вот, не ожидал, что будет покрыта сверху корочкой. Она очень горячая, знаете, я отсюда прям чувствую аромат. Помимо свежего хлеба просачивается что-то такое мясное. Мне очень интересно это дело раскрыть и увидеть, что же там внутри. Не поддается. Вау! Вот это да! Ну хорошо, давайте я прям так и открою ее. Вау! Смотрите, видим баклажанчики, перчик, помидорчик, лук. Вау! Окей. Да, есть картошечка и вот этот вот кусочек мяса. Давайте я его попробую. О, смотрите, кусочек мяса. А вот здесь вот столько овощей. Как вкусно баклажанчики пахнут, я вам скажу. О, смотрите, какое мясо. Я начну с баклажанчиков, потому что они очень ароматно пахнут. Давайте будем пробовать. Эти баклажаны такие нежные, такие вкусные, что аж хочется плакать. Боже ж ты мой. Дайте мне еще один баклажанчик. Как это вкусно. Сейчас попробую мясо. Конечно, пахнет очень аппетитно и выглядит, я вам скажу, вам очень даже мяу. Давайте будем пробовать. Такая свежая баранина. Мне кажется, что ее можно даже руками отрывать. Настолько нежное мясо. Сейчас попробую совместить мясо с овощами. По отдельности это очень вкусно. Вместе это, наверное, должно быть вообще бомба.
Видите, как она просто сошла с косточки. Счастье, радость, восторг. Я впервые пробую чанаси, но это настоящая находка. Сегодня это тоже в топе, и это обязательно нужно попробовать каждому. Чихиртма – традиционный грузинский суп. Очень популярен на похмелье у грузин, поэтому его могут кушать и на завтрак, и на обед. Обычное первое блюдо. Я вижу кусочки курицы, кусочки вареного яйца. По аромату похож на суп-лапшу по-домашнему. Окей, будем пробовать. Возьмем кусочек курицы с бульончиком. Поехали. Очень такой нежный, слегка сливочный вкус. Он вообще не напрягает рецепторы. Очень мягкий такой по ощущениям. Но все-таки есть какое-то отличие между суп-лапшой по-домашнему и этим супом. Ну, слушайте, для первого блюда это прям очень вкусно. Наверное, этот суп надо было поесть раньше, но я был очарован этим мясом, поэтому, сори, не сдержался. Но суп зачетный. Рекомендую. А мы едем дальше. Ну и, собственно, гость нашей сегодняшней программы – чики-мирули. То, ради чего я сюда пришел. Это блюдо я впервые попробовал в Грузии, и я просто как заколдованный несколько дней после этого заказывал именно это блюдо. В чем суть? Курицу хорошенько обжаривают, а потом запекают в нежном, сливочном, чесночном соусе. Это невероятно вкусно. И сейчас на ваших глазах я буду это пробовать здесь. Вот мы смотрим на курицу, на корочку. Это вот именно тот самый сливочно-чесночный соус. Это, конечно, выглядит очень вкусно. Курица очень нежная, сразу чувствуется, прям вилочка очень легко отдирается. Ну и давайте буду пробовать. Ну что сказать, это безусловно вкуснятина. Если вы фанат курицы, вам точно это понравится. Ну, я не знаю, что может сделать курицу еще нежнее. Это самое нежное блюдо из курицы, которое я когда-либо пробовал. Okay. Помимо курицы, но нет, здесь только курица. Мне показалось, что это картошечка, а это тоже курица. Хорошо. Ну и же этого сливочного соуса схлебну. Он такой слегка чесночный, слегка молочный, слегка сливочный. Все умеренно, все как надо, ничего лишнего. Замечательно. Это One Love. Ну и, конечно же, самый знаменитый грузинский десерт – чурчхелла. Нам ее уже нарезали. Чурчхелла – это орехи, которые обмакивают в фруктовом соке. Потом всю эту историю несколько дней сушат, и получается вот такой вот снэк. Давайте попробуем. Да. То есть, по ощущениям, будто бы кушаешь сухофрукты с орехом. Это очень вкусно. Почему я обожаю этот десерт? Почему я могу кушать его бесконечно? Ну, все просто, потому что он натуральный, он питательный, и он не слишком приторно-сладкий. В этом его прелесть. Тут, посмотрите, нам еще принесли виноград. Посыпали сверху тоже. Я так понимаю, он тоже какой-то сухофрукт. Да, вот эта вот штука что-то чем-то напоминает пастилу. Ну, наверное, менее концентрированно. Ну, я хочу еще это чурчхелла. Это невероятно вкусно. Я вообще не понимаю людей, которые не любят чурчхеллу. По мне, так это вообще один из лучших десертов, которые могли придумать. Примечательный факт,
что чурчхела очень долго хранится. Поэтому, если вы собрались в какую-то долгую поездку, то это будет идеальная история, которую вы можете положить просто в рюкзак. Она не портится, она очень питательна. И вы в любой момент можете утолить свой аппетит. Это чурчхела. Вы меня не остановите. Я же сказал, что могу кушать ее бесконечно. Мне кажется, для завершения грузинского застолья невозможно придумать что-то лучше. Вот эта чурчхела офигенная. Я с собой еще на вынос возьму парочку. Ну что сказать, очень хорошо поел, понравилось абсолютно все, что-то выделять не буду, потому что чурчхела, ну вы сами только что видели, чикимирули, чанахи, божественные, хинкали, грибочки, сулугуни, хачапури по-аджарски, супчики, пхали, тархунчик, все зашло просто на ура. Так что и это заведение я вам однозначно рекомендую. Ну и вот таким был этот выпуск. Пишите в комментариях, куда бы вы хотели, чтобы мы сходили, какую кухню попробовали. Любое ваше мнение мне будет очень интересно почитать. До новых встреч!